Всем привет! Сегодня у нас расклад «Ваш любименький разговор с его душой». Но прежде чем начать, хотел бы всем сказать, особенно тем, кто арканы проживает, подписано на библиотеку или подписано на Ютубе в спонсорство. Первое. Для тех, кто на Бусти. 50%, я понимаю, что многие становятся спонсорами просто меня поддержать, и им там, ничего не нужно, да, но давайте будем честными. А совесть грызет. Вы не пользуетесь тем, что, как говорится, вам доступно. Первое. Кто подписан на эзотерическую библиотеку и находится в библиотеке? Половина из вас нет в чате «Закрытые расклады». Они вам доступны, вы не переживайте, если найти не можете. Просто прочитайте последнее сообщение в эзотерической библиотеке, и там ссылка. Просто, когда люди заходят, они не обращают внимания на последнее сообщение. Обязательно посмотрите, там ссылка на закрытые расклады. Также вы знаете, как мне написать в личные сообщения. Не стесняйтесь, напишите. Я тогда в личку, как говорится, ссылку дам на закрытые расклады. Те, кто в проживании арканов. Итак, теперь к вам. Вы не пользуетесь ни закрытыми раскладами многие, ни обучением по колодам, то есть чатом скрытое. Половина из вас не пользуются, потому что я вижу, сколько людей в магическом чате, сколько в проживании, но даже не половина, а больше людей из вас не пользуются этим. Варианта 2. Если не знаете, что такое закрепленное сообщение в магическом чате, то напишите мне. Напишите мне в личку, вы знаете, как написать. Потому что вы видите меня и в магическом чате я общаюсь, извиняюсь, и так далее. Напишите мне в личку, не стесняйтесь. По поводу общения. Обязательно все зайдите в магический чат. Не знаете, как зайти, напишите мне в личку в Бусти. Там есть такое «Отправить сообщение автору». Напишите мне хоть где-нибудь, потому что у вас все написано, где чего писать. На Бусти, если хотите, вообще не получается никуда зайти, не знаете, как написать, на страничке Бусти, на которой ссылка в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Закрепленный комментарий — это самый верхний комментарий. Нажмите на ссылку, там Бусти, Дед Таро. Вот, нажмите на нее, и в самом первом посте есть ссылка на магический чат, и ко мне в личку написать. Где-нибудь, да напишите на Бусти в личные сообщения, или мне в Телеграм напишите, я вас, как говорится, настрою и так далее. Найдем, где вы потерялись. И помогу зайти. Если бот выдает вам этот чат, Телеграмму, этот Телеграм уже привязан к другому аккаунту, напишите мне. Это все решается за 15 секунд. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак. Тройка пентаклей, 7 кубков, 7 пентаклей, 7 жезлов и 10 пентаклей. Сегодня видео такое, что я каждому варианту, потому что многие просто скачут по тайм-кодам, и повторю еще раз. Если вы в эзотерической библиотеке на Бусти, вам доступны закрытые расклады. Прочитайте в эзотерической библиотеке самое последнее сообщение. Там ссылка.
Если вы подписаны, но вам бот пишет, у вас там Telegram подключен к другому аккаунту и прочие ошибки, то напишите на Бусти мне сообщение. Там есть на страничке, которая в закрепленном комментарии в описании к видео, есть ссылка boosty.com, да, или ру, не помню. В ссылку нажимаете, и там есть написать сообщение. Если у вас есть подписка, вы можете мне в личные на Бусти написать. Я отвечу, если я, как говорится, хоть где-нибудь, без разницы, да, если только не за рулем, я отвечу в течение там буквально 30 минут. Максимум это огромный. Обычно я сразу отвечаю, потому что в телефон приходит оповещение, когда мне кто-то в личку на Бусти написал. Как это сделать? Заходите на эту страничку. Если у вас есть подписка и вы зашли в свой аккаунт, то есть в правом верхнем углу логин написано или войти, то сначала зайдите, чтобы была возможность написать мне сообщение. Я вам помогу отвязать старый Telegram от старого аккаунта, зайти полностью помогу, как говорится, возьму за ручку и провожу. Поэтому не стесняйтесь, ни в коем случае не стесняйтесь. Итак, какие у вас с ним сейчас отношения? Между вами, знаешь, такая вот ситуация, когда ты вот вроде ждешь от него конкретики, да, а он заставляет тебя гадать, куда все двигается. В быту вы там неплохо взаимодействуете, там совместные дела вместе, полы моете, взаимопомощь, но вот романтическая часть, она как будто, знаешь, вот недосказана, что ли. Он, знаешь, порой приходит с идеями, да, как улучшить вашу там повседневную жизнь. Или там вместе что-то сделать. Но потом как будто тень уходит. Он как тень уходит. И вот вы оба соглашаетесь на такой ритм. Знаешь, вот плечом к плечу все делаете, но вот эта душевная близость, она, знаешь, вот урывками появляется. И вот чувствуется, что он не против плотнее связать ваши пути, но это прямо не выражает. Поэтому возникают моменты, когда вы вот вроде сотрудничаете, да, и даже радуетесь успехам друг друга, но вот о глубине чувств остается только вот догадываться и мечтать. Вот и сейчас вы балансируете в этом состоянии, да, наполовину партнера, а наполовине... Извиняюсь. А наполовину люди с недосказанным намеком на большее. Так что же его душа хочет сказать тебе, что он сам тебе не говорит? Он, знаешь, он стесняется выразить, как ему нравится ваше вот это общение, потому что в глубине души у него копошится вот это желание большого понимания. Понимаешь? То есть не так, я бы сказал. Знаешь, вот как хочет он больше тепла и вот романтических моментов. Его душа шепчет, что ему бы хотелось, чтобы ты чаще была рядом именно вот с точки зрения эмоциональной поддержки, а не только в быту. Понимаешь? Он хочет той мягкости, той уверенности, которая вот исходит от тебя, когда ты в хорошем настроении. Внутренне он тянется к тебе как к человеку, который вот может окрасить его мысли, да, в более яркие краски. Но он не решается озвучить это вот, как говорится, прямым текстом. Его душа, она мечтает, чтобы, как сказать, вот, быть рядом подольше, да, слишком привык к твоей теплоте, даже если сам играет роль вот этого независимого мужик-мужик, да. И это то сокровенное признание, которому он пока слов не находит. Почему он сам этого не говорит? Не говорит, потому что у него, знаешь, вот такое убеждение укоренилось, что любая открытость,
она будет использована против него. И у него вот есть такая привычка выстраивать себе защиту из 7 стен, 7 замков, и чтобы никто там не влез в его уязвимые чувства, понимаешь? Потому что откуда это повелось? Бывшие истории с его бывшими женщинами. Они научили его вот не спешить раскрывать сердце. Иначе можно обжечься и остаться, как говорится, в дураках. Ему проще держать дистанцию и вот делать вид, что все под контролем. Понимаешь? И вот когда ты видишь, что он холодный, да, или там отворачивается, на самом деле он пытается себя уберечь вот от разочарования. И он считает, что если слишком много расскажет тебе, да, то потеряет часть своей силы, там, независимости, часть своих стен, которых он воздвиг. Вот он и молчит, оберегает свой собственный покой, хотя внутри он к тебе тянется и боится сам себя вот за вот эту противоречивость, понимаешь? Какая боль у него на душе, о которой он не говорит? Ну, тут, знаешь, чувство застарелое сидит, как будто он, знаешь, не успел в жизни достичь того, о чем мечтал. И переживает, что снова это не реализует в отношениях так, как он хочет. И вот эта боль — это страх не достичь гармонии. Ни в душе, ни в любви, ни в отношениях и так далее. И он подсознательно мучается вот от ощущения, да, что все вокруг вперед двигается, а он на месте стоит. Понимаешь? И что вот каждый новый шанс, он как будто у него, как сказать, ускользает вот в последний момент. Он боится не оправдать твои ожидания. Включая и не только твои там близких людей и так далее. И иногда ему кажется, да, что проще молчать, чем признаться там в своих вот этих сомнениях. И вот это переживание, оно грызет его изнутри. Но он боится показаться слабым. Поэтому он выбирает путь молчания, да, и изображать равнодушного. Хотя на деле вот под этим каменным сердцем бурлит вот эта тревога. Как тебе лучше поступить, узнав то, что у него на душе? Ну смотри, тебе следует предложить спокойную, но вот четкую поддержку, не впадая в крайности. Вот покажи, что ты не будешь навязываться, да, но при этом всегда ты открыта к разговору и готова ему помочь. Ему вот важно понять, что вот если он перед тобой раскроется, то он не станет уязвимее. Напротив, он найдет в тебе друга, союзника, который ценит его силу даже там, с учетом его слабостей. Но если ты позволишь ему продолжать вот так вот скрытничать, да, он так и будет вариться в этих страхах и не будет открываться тебе. Поэтому постарайся мягко обозначить, что ты его не осуждаешь, что тебе важны его чувства, что ты рядом. Но грань не переходи. Давить нельзя. Смысла просто нет. Он медленно, но он захочет открыть тебе свое сердце, когда вот почувствует, что его, как говорится, не будут осуждать, да, и не оттолкнут. И вот такой подход позволит вам укрепиться как пара, как семья, можно сказать, да? Потому что у каждого будет возможность вот снятия вот этого тяжелого груза, да, которое, ну, на душе лежит напряжение. Тут все просто. Давайте перейдем ко второму варианту. Двойка пентаклей. Звезда. Тройка кубков. Девятка пентаклей. И смерть. Ну смотри, я опять повторю то, что говорил в начале, потому что, ну, многие по тайм-кодам, да, скачут. Повторяю.
для всех подписчиков Boosty. У вас, если подписка на эзотерическую библиотеку, вам также доступны закрытые расклады. Если вы уже зашли в эзотерическую библиотеку, то прочитайте последнее сообщение. Потому что многие заходят, да, и не читают, просто начинают книжки листать, книжки слушать и так далее. Да, их там много, там их 900 плюс штук, но закрытые расклады вам доступны. Посмотрите просто последнее сообщение. Если вы не знаете, как зайти в библиотеку и так далее, вот по ссылке в закрепленном комментарии, то есть вот где на Boosty вы подписывались, там есть написать сообщение автору. Напишите мне в личку, если у вас там Telegram-бот пишет то, что этот аккаунт уже подключен к старому там и так далее и тому подобное, или ошибка вылазит, то напишите мне. Не бойтесь, напишите мне. Не можете найти закрытые расклады, напишите. Все, что не получается, пишите мне как минимум на Boosty. Но обратите внимание, что вам нужно зайти в свой аккаунт, потому что справа вверху, когда по ссылке вы пройдете, у вас будет кнопочка «Войти», оранжевая такая. Нажмите «Войти», заходите, да, как вы заходили ранее или хотите зайти. И там есть, если у вас есть подписка, будет возможность написать мне в личные сообщения. Напишите, прям напишите: «Дед, у меня не получается». Я вам дам или ссылку на Telegram, или там же отвечу сразу. Те, кто проживают арканы, из вас половина не пользуются всем тем, что они есть. Не только арканы, манифест и так далее. Вам доступно обучение по колодам, а это и безумная луна, и Астара, и вообще все, что у вас, как говорится, по-любому есть. У вас есть эта возможность, но вы не пользуетесь, потому что я вижу, сколько людей проживает, и вот половина из вас не пользуется ничем абсолютно. Во-первых, прочитайте последнее сообщение в чате, где видео. Обязательно прочитайте. Еще у вас есть возможность мне написать как на Boosty, так и в личку. То есть вы же видите там, кто оставил вот эти видео. И нажимаете, и там есть возможность написать в личку. Если вообще в чаты не можете зайти, напишите мне на Boosty. В закрепленном комментарии под этим видео, закрепленный комментарий — это самое верхнее. Там есть ссылка «Проживание арканов», да, там ссылка https boosty.to Нажимаете на нее, у вас появится окошко, если в аккаунт не зайти, с моей страничкой на Boosty. Вот справа вверху есть оранжевая кнопочка «Логин» или «Войти». Там есть, у кого на английском все отображается, то вот слева от нее «ЕН» английский. Нажмите и включите русский язык, если вам непонятно. Так как вы меня сейчас слышите на русском, английском и немецком языке, то на каком вам удобно, на таком мне в личку и напишите. Я пойму, не переживайте. На вашем же языке вам объясню, даже если это китайский язык. Как говорится, переводчики, эти, как их, Google Translate, никуда не делся, он работает. Я вам отвечу на удобном вам языке. Хоть на арабском пишите, на арабском я без переводчика вам отвечу. Потому что язык знаю разговорно. Так, и еще. Если вы проживаете на Ютубе, то зайдите во вкладку «Записи» на главной странице этого канала, да, или на вкладку «Сообщество». В разных странах по-разному это видно. И там пролистайте вниз, я эту запись пытаюсь поднимать выше, чтобы вы зашли в чаты проживания. И не бойтесь написать мне в личку. Если вы есть во всех чатах, да, но в магическом стесняетесь писать, то обязательно пишите мне в личку.
Вы прекрасно знаете, как пользоваться Телеграмом. И если вы есть уже в магическом чате, но по каким-либо причинам стесняетесь общаться, то напишите мне в личку, я вас в это окружение, как говорится, волью. Потому что мне это не сложно, но я понимаю, что многие, ну, просто там, как сказать, не знают, как влиться в новую среду. Я помогу. Не знаете, как арканы проживать? Напишите мне в личку. Я помогу. Я очень многих веду за ручку в личке у себя. Поэтому не стесняйтесь. Вы мне, как сказать, не надоедите. Потому что очень многим, как говорится, мне неудобно писать в личку. Все удобно, я вас позвал, поэтому напишите в личку, покажу, где какие чаты, где обучение по колодам, а вам это все доступно, но 50% не пользуются этим, потому что не знают, где искать. Напишите мне или на Бусти и так далее. Ладно, не буду, как говорится, туфтологией заниматься, да, но вы поняли. Итак, какие у вас с ним сейчас отношения для сигнификации? Ну, баланс. Балансируйте. Не баланс, а балансируйте. Причем на хрупкой доске. Старайтесь удержать равновесие, и каждый из вас, ну, на другого поглядывает, боясь пошатнуть вот эту, как говорится, вашу качель. Складывается впечатление, что вот все держится на гармонии компромиссов, да, и тихих уступок. Он боится переходить границы, а ты не хочешь затевать скандал. Формально вы вместе. Там какие-то совместные планы, встречи ваши периодические, если вместе не живете, да, звонки, но нет вот этого чувства глубокой устойчивости между вами. Вы как будто, знаешь, пытаетесь устроиться в одной лодке, да, и каждый со своей стороны выгребает, чтобы вот лодка не перевернулась. И для вас это есть определенное удобство, да? Тебе иногда там хочется, чтобы он проявился смелее, четче обозначил, да, чего он ждет и от тебя. И вот вы как бы балансируете. Так что его душа хочет сказать-то тебе, что он сам не говорит? Понятно, да? В него, в сердце, в душе живет надежда, что вы способны вот оба создать светлое будущее обоим. Идеальное, я бы сказал. Понимаешь? И не делится он этим вслух, потому что боится показаться смешным, да, или излишне романтичным. А у него образ «я мужик». Но знаешь, у него внутри горит вот этот огонек, что вы с ним можете добраться вот до совершенно иного уровня взаимопонимания, понимаешь? Вот я не знаю, как объяснить. Вот как выше просто некуда, понимаешь? И его душа, она шепчет тебе, что ты для него как будто вот звезда путеводная. Он знает, что рядом с тобой у него огромные шансы на рост, на приятные перемены в жизни, потому что будешь ты рядом. И этого он не произносит, но он мечтает, чтобы вы когда-нибудь однажды сможете жизнь проживать вот так, чтобы вы там ваши ссоры, вот это вот жонглирование, да, отошли на второй план, а между вами остался только свет, к которому он, и, конечно же, стремится. Почему он сам этого не говорит по тройке кубков? Как тебе сказать, слишком уязвимым боится показаться. Потому что между вами сейчас дружба. Между вами дружба. Между вами нет вот этого, как сказать, определенности. Возможно, ты его как друга воспринимаешь, да? Он к тебе, как сказать, тянется давно уже не как друг.
тебе с ним удобно, комфортно, да, ругаетесь, все ругаются. Но он стесняется, он боится потерять вашу дружбу. Если потому что ты его, как говорится, оттолкнешь, то потом места дружбе не останется. Понимаешь? И, соответственно, он не лезет вот в глубину, да, предпочитая вот этот, как сказать, дружескую обстановку. Он боится тебя потерять как друга. И, соответственно, он думает, что если он откроется тебе, то, конечно, потеряет тебя во всех смыслах. Какая боль у него на душе, о которой он не говорит. Ну смотри, у него противоречия в душе. Понимаешь? Он хочет, чтобы ты видела в нем вот сильного человека, да, который и денег зарабатывает, и эмоционально самодостаточный, и там способен позаботиться о тебе, да. Но он понимает, что вот реальная ситуация, она далека от красивой картинки. Он страдает вот от ощущения, что он не может тебе дать того уровня стабильности, да, комфорта, который сам считает необходимым в отношениях. Понимаешь? Кроме, я имею в виду, страха потерять тебя. И вот эта обида на себя, на жизнь, она заставляет его держаться отстраненно. Почему на жизнь? Потому что вот с любимой девушкой он дружит и сказать об этом не может. Понимаешь? И у него обида вот это не на тебя, нет, ни в коем случае не на тебя, на жизнь. То, что так судьба вот сделала. Понимаешь? И вот он хочет, как сказать, у него есть какие-то собственные в голове стандарты твоих ожиданий, да? Возможно, ты там ему говорила, да, я хочу богатого, чтобы мне Мерседесы покупал. И он чувствует вот это несоответствие твоим стандартам, понимаешь? И вот стремление к этому идеалу тормозит его, делая его раздражительным, потому что он не достигает тех высот, о которых ты мечтаешь. Понимаешь? Как тебе лучше поступить, узнав то, что у него на душе? Смерть, кто впервые там расклады смотрит и так далее, смерть — это трансформация, это изменение. Это ни в коем случае не смерть физическая, понимаешь? Поэтому нужно отпустить старые методы общения. На новый уровень пора перейти, понимаешь? Если он тебе, конечно, нужен. Но так как ты смотришь на него расклад, то я думаю, что нужен. Вы, мне кажется, оба стесняетесь. Девочка была одна в магическом чате. Она и сейчас есть, но она долгое время, ей мужчина нравился. И они там дружеско и так далее. Я говорю, подойди, чего ты потеряешь? Она подошла, теперь они вместе. Видишь, как все. А вы оба стесняетесь вот этой вот, несуществующей стены. Он боится, что не соответствует твоим стандартам, боится тебя потерять как друга. Ты на него расклады смотришь, тоже что-то выдумала, да? Что ты выдумала, я не знаю, но мы смотрим его сегодня. Понимаешь? Если дальше ходить по кругу, там, где он молчит, а ты ждешь, да, там, что он там заговорит, признается и так далее, ничего не изменится. Настало время пересмотреть все правила вашей обоюдной игры. Просто скажите прямо и спокойно, что там тебе нужно вот это, и чего ты взамен, да, хочешь? Не взамен, а вот не знаю, как объяснить, я в отношениях, честно скажу, полный профан. Я знаю, что девочкам надо дарить цветы и в определенные дни месяца не трогать. А лучше кинуть вот так куском мяса, да, в нее, и все, и в сторонке держаться. Это шуточка, если что. Вот знаешь, вот тебе нужно измениться.
Нет, не тебе, нет, ни в коем случае. Ты не пятилетний ребенок. Тебе вот не измениться, а трансформировать ваше общение по вот этой карте, понимаешь? Смелая перезагрузка. Ни ты, ни он ничего не потеряете. Но так как он сейчас меня не смотрит, то это взваливается на твои плечи. Сделай маленький шаг вперед. Понимаешь? Вот измени свое отношение, если он тебе действительно нужен, потому что он хочет того же самого. Но есть один огромный минус. Ты дедова внучка, и тебе все по плечу. А он меня не смотрит. Понимаешь? Поэтому сделай шаг, один только, не нужно всю ответственность за отношения брать на себя. Просто сделай вот этот шаг. Скажи, а я бы хотела с тобой встречаться, да, или там отношений, или там так далее. Все, на этом все. Твой шаг сделан, это как шахматная партия. Дальше его шаг. Ни в коем случае не опять твой. Не приглашай его никуда. Просто скажи, чтобы он расслабился, чтобы он понял, что ты ему нужна. Ой, что он тебе нужен, понимаешь? И все, тут ничего сложного. По смерти, то есть это трансформировать свое общение в нужную для тебя сторону. Боишься? Приходи в проживание. И нечего себя завтраками кормить. Итак, давайте перейдем-ка мы с вами к третьему варианту. Страшный суд. Десятка кубков. Туз мечей. Дьявол. И шестерка мечей. Ну смотри. Да. Прежде чем начать, еще раз повторюсь для тех, кто скачет по тайм-кодам. Если вы подписаны на эзотерическую библиотеку, то прочитайте последнее сообщение в эзотерической библиотеке, потому что многие из вас не заходят в закрытые расклады, а они вам доступны. Если вы в проживании арканов, вам доступно и обучение по колодам, Астара, Безумная Луна и много-много других. Обязательно прочтите закрепленное сообщение. В 9 и 10 пункте ссылка на на чаты, где обучение по колодам и закрытые расклады. Если не знаете, что такое закрепленное сообщение, напишите мне в магическом чате. Если вы просто в проживании, но в магический чат не зашли, то напишите мне в личку. Вы прекрасно видите, где я, да, и кто вообще вот эти сообщения составлял. Далее, если вы вообще ни в какой чат не можете зайти, в описании к этому видео, в закрепленный комментарий — это самый верхний. Там есть ссылка Boosty, Дед Тарот и так далее. Кликните. У вас откроется окно, нужно будет зайти в свой аккаунт, да, вот справа вверху, как называется, кнопочка «Войти» или «Логин». Если у вас там отображается все на английском языке, но вы английский не понимаете, рядом с этой оранжевой кнопочкой есть надпись «ЕН». «ЕН». Нажмите на нее, и там будет «РУ». Так как вы слушаете меня на разных языках, да, на английском, на немецком и на русском, поэтому пишите мне в личку на удобном вам языке. Хоть на японском, мне без разницы, я отвечу на вашем языке, как что подключить. Итак, если у вас бот выдает этот аккаунт уже подключен и так далее и тому подобное, напишите мне в личку на Boosty. Понимаете? И вот на страничке Boosty, на самой, да, которая ссылка закрепленной,
первом посте есть ссылка на магический чат и мне написать в личку. Также вы можете на самом сервисе написать мне сообщение, если у вас есть подписка. Не стесняйтесь, пишите, я вам помогу. И также могу, как говорится, за ручку провести начало проживания. То есть возьму за ручку, покажу, чего крутить, куда вертеть. Не бойтесь мне писать. Не стесняйтесь. Мне вы неудобно не сделаете, поэтому прекратите стесняться. Итак, перейдем к раскладу. Какие у вас с ним сейчас отношения по страшному суду? Даже трактовать не нужно. Потому что между вами как будто оглядки назад. То есть у вас у обоих ощущение, что вы на пороге чего-то большого стоите. И у вашей оглядки назад, да, то есть это оценка, там, что получилось, что нет. Переживаете моменты вот этой переоценки, да, то есть вспоминаете старые ссоры, счастливые моменты, пытаясь понять, куда дальше двигаться. То ли развод, то ли, как говорится, работать над этими отношениями. И в хорошем ключе это время сейчас прощения и нового начала. Он чувствует, что пришло время, как говорится, оставить позади прошлое и начать все с чистого листа. В отношениях у вас должна царить атмосфера трансформации, если вы осознаны, да? Если вы истерички, то вы ничего уже давно не решаете. Он тебя не слушает, ты ему, как говорится, только ругательными словами, а потом деду жалуешься, он не хочет со мной разговаривать. Нет мужчины, который не хочет разговаривать. Есть просьба поговорить в таком ключе, что разговаривать не хочется. Но на данный момент вы оба готовы меняться. Вы оба готовы расти вместе, но для этого нужно честно смотреть друг на друга и признавать свои ошибки. Понимаешь? Стратегией навязывания разговора ничего ты не добьешься. Понимаешь? Нужно вести себя как взрослый человек, предлагая разговор. Потому что сейчас именно для вас обоих шанс освободиться от вот этих старых оков, да, и построить что-то более крепкое, да, осознанное, я бы сказал. Что его душа хочет сказать тебе, да, что он сам не говорит. У него на душе, знаешь, как бы он к тебе, как говорится, вживую не относился, да, но у него в душе глубокая благодарность за вот эту гармонию и счастье, которое ты в его жизнь приносишь. Он ценит моменты, когда вы вот нет-нет, да смеетесь оба, да, там друг друга поддерживаете, просто наслаждаетесь компанией друг друга. И внутри он чувствует, что он нашел свое место рядом вот с тем человеком, которому хочется сказать спасибо, что ты есть. И этот человек — это ты. Ему хочется, чтобы ты знала, как много для него значит твоя поддержка, твоя любовь, твои даже истерики. Он о будущем мечтает с тобой, где вы оба счастливы вместе. Строите планы, делитесь там конфетками, да? Но он слов не находит, чтобы выразить вот это открыто, поэтому, знаешь, вот поэтому поступки, как говорится, сами за себя говорят. Почему он этого не говорит по тузу мечей? Он боится. Он боится прямого выражения своих чувств. Он боится, что покажет это его выражение чувств уязвимость его. Все, наверное, ждали егошню, скажи, я хотел. Нет, я триггерить вас закончил и так стриггерил всех, кого надо уже. Понимаешь? И это покажет вот его уязвимость, да, и заставит тебя ожидать от него больше, чем он готов дать.
Туз мечей, он же про ясность, про правду, но люди не хотят сталкиваться вот с резкими фактами или там правдой о себе. И он опасается, вот, что если откроется тебе полностью, это может изменить вот, как сказать, вот динамику ваших отношений. Он предпочитает действовать тихо, надеясь, что его действия скажут больше, чем слова. А в его голове уже продумано все. И он не хочет, чтобы вот эмоции нарушили там его планы или там вызвали осложнения между вами ненужные. Поэтому он держит свои вот эти истинные мысли под контролем, выбирая моменты для откровений осторожно, вдумчиво и так далее, понимаешь? Возможно, вообще откладывает. Какая боль у него на душе, о которой он не говорит по дьяволу? Ну, у него, знаешь, на душе прям ноша неразрешенных проблем и вот этих конфликтов внутренних. Он чувствует себя связанный вот с чем-то, да, что не может отпустить. Старые обиды, старые страхи, вредные привычки. Он связан по рукам и ногам. И вот эта боль, она заставляет его скрывать свои истинные чувства, да, и стремиться к контролю над ситуацией. Понимаешь? Чтобы свою слабость не показать. Дьявол — это про то, что он борется с собственными демонами, какими бы они ни были, стараясь не вовлекать тебя вот в эти свои внутренние проблемы, понимаешь? Он боится, что если поделится с тобой, да, то это приведет к разрыву, да, или там ты его осудишь. Поэтому он держит все свои страдания при себе, и он связан ими по дьяволу. Понимаешь? Он надеется сейчас найти вот силы, да, и справиться самостоятельно. Но, честно скажу, да, это только усугубляет его состояние, потому что у него вот эта вот связка, ну, я имею в виду то, что он связан, а еще и он одинок. Ну, в этих я имею в виду самокопание. Как тебе лучше поступить, узнав то, что у него на душе по 6 мечей? Ну, как сказать? Я не скажу, что тебе без него двигаться вперед нужно. Нет, тут про другое. Сейчас скажу, как сказать это. Тебе поддержать его нужно вот в этом стремлении преодолеть трудности и вперед двигаться, понимаешь? 6 мечей, она про вот переход и движение к лучшему. Я никогда в жизни не скажу, что тебе нужно его бросить и вперед двигаться, потому что я не могу такое говорить. Но тут мы смотрим ваше. Обоих ситуацию, понимаешь? То есть предложи ему вот помочь найти выход из сложной ситуации, да, там разговор, совместное решение каких-то проблем или просто будь рядом. Покажи, что ты готова быть его опорой, да, помогать ему справляться с болью. Не дави на него, не осуждай его, если это там вредная привычка, да, просто будь рядом, чтобы он чувствовал твою поддержку. И это поможет ему освободиться от груза и новое начать, понимаешь? Более светлое будущее, но вместе с тобой. А вместе вы преодолеете любую трудность, да, и найдете путь к гармонии и счастью. Почему я 6 мечей не протрактовал? Что нужно уходить тебе. Если ты бросишь его и уйдешь, вот услышь меня, попадется такой же, пока ты не проработаешь вот эту кармический свой урок не поймешь, понимаешь? То есть, если ты его бросаешь, уходишь к другому, другой тебе предоставит то же самое. Поэтому я не прочитал 6 мечей так. Итак, давайте-ка мы сегодня к 4 варианту подойдем. Пятерка кубков.
Десятка жезлов. Двойка кубков. Рыцарь жезлов. И тройка жезлов. И этот вариант для элиты. Этот вариант не знаю для кого, да, но так интересней. Это без камушка. Итак, вам тоже скажу, что если в чаты не можете попасть, напишите мне в сообщение в Бусти. Если у вас любая подписка, бот там пишет этот Телеграм уже привязан к чему-то, не получается подключить, выходит ошибка и так далее, стесняйтесь в магическом чате написать. И прочие проблемы, не знаете, где чего найти, напишите мне в личные сообщения на Бусти. На главной странице Бусти, вот где в закрепленном комментарии, вот под этим видео, закрепленный комментарий — это самый верхний комментарий. Или в описании к этому видео есть ссылка, да, Бусти то, Дед Тарот и так далее. Нажмите, в самом первом посте увидите меня, но только сначала зайдите в правом верхнем углу, увидите оранжевую кнопку «Логин» или «Войти». Если вы не понимаете по-английски, а написано «Логин», слева от вот этой оранжевой кнопочки есть такая «ЕН» написано, «ЕН». Нажмите на нее и увидите выбор. Выберите «РУ». Я понимаю, еще раз повторюсь, что все смотрят меня на разных языках. Сейчас кто-то меня слышит на немецком, кто-то на английском, кто-то на русском и так далее. Пишите мне на любом языке. Я вас пойму и отвечу на вашем родном языке. Google Translate, как говорится, не перестал работать. Извиняюсь. Итак, какие у вас с ним сейчас отношения и эта сигнификация? Ну, у вас, знаешь, воспоминания сейчас о прошлых обидах между друг другом. Как будто вот каждую приятную встречу портит вот тихое эхо негатива. Это недосказанные извинения, невысказанные претензии, чувство потери. Между вами, знаешь, может быть вот хорошая основа, потому что вы друг друга не бросаете, но вот эти осадочки, они мешают расслабиться. Он замечает твои колебания, а ты замечаешь вот эти его незаметные вздохи. И от этого вот у вас создается общее ощущение, да, что кто-то чего-то недорассказал. И между вами вот это в воздухе витает такая болезненная тень прошлого. И при этом оба вы с настороженностью смотрите вот в ваше будущее, не желая друг от друга отрезаться. Но и не знаете, как переступить через вот это грустное настроение, да? Как будто вот каждое ваше взаимодействие, оно проходит через фильтр былых ран. И спокойное общение, оно превращается в какое-то осторожное лавирование, я бы сказал. Так что его душа хочет сказать тебе, то, что он сам не говорит по десятке жезлов? Он устал. Он устал. Душа хочет сказать, что ему тяжело тащить все вот это, да, на плечах своих. У него внутри накоплен вот этот груз обязанностей, душевного напряжения, чувства вины перед тобой, но он отчаянно не желает показаться уставшим, да, или проигравшим. Десятку жезлов, десятку вот этих палок он не может бросить. А его душа, она говорит, что ему поддержки хочется. Но он боится показаться там слабым, несостоятельным, немощным и так далее. И не делится он этим напрямую, потому что он боится, что ты
Ну, посмотришь на него как на уязвимого, да, как на не мужика. Понимаешь? На словах он вид делает, да, то, что контролирует все в своей жизни, да, каждую детальку. Но душой он жаждет, чтобы ты вот просто поняла, что ему непросто. Он чувствует, что все его проблемы, все неразрешенные конфликты скапливаются в огромную кучу. И он надеется, что ты вот заметишь на интуитивном каком-то уровне, да, его усталость и дашь ему возможность, как говорится, выдохнуть, отдохнуть от вот этого груза, которую он тащит. Но напрямую он просить не решается, конечно же. Почему он сам этого не говорит по двойке кубков? Ну, он прям безумно ценит вашу связь. И для него это не просто там очередные отношения, да, какие-то, а это для него вот что-то более такое тонкое и важное, понимаешь? Но как только дело доходит до сложных разговоров, то внутри у него начинается вот этот страх, да, там, а вдруг она решит, что я навязываюсь, а вдруг она решит, что я слабенький и жалуюсь, или там пытаюсь ее загрузить, вот такие у него мысли. Он предпочитает хранить вот эту, как сказать, романтическую ауру, да, избегая делиться неприятными своими чувствами, чтобы не портить между вами близость, которую вы уже создали. И вот он считает, что признание в том, что ему тяжело, оно выглядеть будет как слабость. И, конечно же, пошатнет его позицию в твоих глазах. И из-за этого в важных темах он выбирает молчать, боясь, что вот искреннее признание заставит его потерять вот это тепло, которое есть уже между вами. Какая боль у него на душе, о которой он не говорит? Ну, знаешь, он сейчас чувствует, да, что жизнь от него требует более решительных шагов. А он не уверен, готов ли броситься в новое. У него внутри есть вот этот огонь, да, потому что рыцарь жезлов — это рыцарь огня, и он внешне кажется тебе активным, да, там резким, быстро этим решения принимает. Но на самом деле боль у него именно в том, что этот огонь уже, как сказать, пригорает и покоя ему не дает. Ему хочется перемен, ему хочется стремительных действий, но он опасается не справиться. Понимаешь? Он опасается не дотянуть, да, или там боится натыкаться на преграды. Понимаешь? Чувство, что он несется галопом, да, а земля под копытами может провалиться. Понимаешь? И это заставляет его скрывать свое беспокойство. И, конечно же, он боится тебя разочаровать. Потому что, знаешь, вот вдруг, несмотря на вот всю его страсть, да, вдруг он там не сможет соответствовать тому образу, который ты от него ждешь. И это его огромнейший страх. Как тебе лучше поступить, узнав то, что у него на душе по тройке жезлов? Ну, смотри, тут знаешь, тут не только в тебе дело. Вам обоим пришло время расширить горизонты в диалоге. Перестать на месте топтаться, да, и показать, что вы готовы вместе вперед смотреть. Тебе нужно проявить больше интереса к его внутренним планам, да, переживаниям, дав ему понять, да, что там ты не боишься сложностей, да. Давай вместе выход найдем. А он тоже погряз, то, что не говорит напрямую. Предложи не бояться заглянуть. Заглянуть куда? Дальше знакомых берегов. Что это может быть? Ничего, не чокай. Что это может быть, да? Как сказать? Это могут быть новые идеи, да?
для совместной деятельности, какие-то смелые эксперименты при компоте, открытый разговор. Главное — шагнуть на новый уровень. Именно искреннее любопытство к его планам, да, смешанное вот с твердой готовностью поддержать, это поможет разрядить вот это напряжение между вами тягучее. Покажи ему, что даже если вы вдвоем заглядываете в неизвестность, то ты рядом, и его не осудишь, если он слабое место свое покажет, да? И тогда он ощутит, что вот ваш вот этот союз может вырасти в что-то такое огромное, крепкое, без вот этого вороха прошлых обид и там замалчивания, понимаешь? Тут все просто. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и обязательно приходи в проживание арканов, если ты еще не пришла. Потому что вдруг шансов больше не будет. И помни, что дед всегда рядом.